Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда. И вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам вот с такими туфельками, обувью так называемой вязаной. Летние туфли с ажурной вставочкой. Один я уже, естественно, связала, потому что его надо было протестировать. Второй буду вязать по тестовым записям. Свой размер ноги я знаю. Я измеряю, очерчиваю ногу. Желательно проводить линии перпендикулярно листку, за исключением пятки. Пятку можно немножко скосить, потому что пятка, она имеет такую полукруглую форму и может выступать косточка. А потом замерить тот размер, который я получила. Длина ступни. Либо взять стельку удобной обуви, в которой комфортная ваша нога лежит. Тоже померить длину. И при выборе подошвы обращать внимание на внутренний размер подошвы. И желательно взять, там даже не зависит от того, как пишут, там 38-й, 39-й, бывает, что 39-й идет как 38-й, бывает 38-й как 39-й. Значит, желательно знать размер, внутренний размер, по стельке, так, как мы вкладываем стельку, вот по этой стельке знать размер. И плюс еще я обычно добавляю сантиметр, ну 0,7 сантиметра, в общем, сколько, когда получится. Можно 0,5, тогда будет более комфортно ноге, не будет ничего сжимать, тем более летом жарко, ноги отекают. Желательно, чтобы обувь была удобная. Ну, по-моему, все я вам сказала. Если вас заинтересовала такая обувь, кстати, я уже не одну пару износила, не одну пару связала себе и своим родным и близким. Вот это первый раз вяжу на камеру. Так что, может быть, я вас вдохновила. Смотрите, как я это делаю. Для того, чтобы связать туфельки, мокасины, как их там назвать, я купила подошву. Подошву я купила в фирме. Я оставлю вам ссылку на эту фирму. Я там уже не единожды брала подошву. Цена приемлемая, подошва качественная. Потом мне надо лист бумаги. Для того, чтобы перевернуть подошву, обчертить ее, то есть сделать такую стельку, сделать макет стельки. Вот я ее уже сделала. Вот такая у меня стелечка получилась. Потом я нашла центр, провела линию, разделила ее, провела линию, сделала центр. Затем эту стельку, вот я вырвала двойной лист из школьной тетради в клеточку, отмечаю тут меточку, ставлю, где у меня будет центр, провожу линию, прикладываю эту стельку мою, которую я сделала, совмещаю центральную линию на стельке и на той, которую я провела на листе бумаги, и обвожу ее. Обвела. Вот уже моя стелька готова. Вот она. Я ее наклеила на кош-картон. Вот это кош-картон. Пусть вас не пугает слово картон, он не размокает. Я проводила эксперименты, бросала на сутки в воду кусочки этого кош-картона, он не впитывает воду, не размокает. Так что обувь можно стирать. Это можно купить, я думаю, в любом городе, в сапожной мастерской, поспрашивать. Я думаю, что найдется у них кош-картон, они им пользуются. Затем наклеила, вырезала из листа стелечку, и потом мне надо разметить, где проколоть отверстия, в которые я буду обвязывать стельку. Я отступила сантиметр от края, провела, так сказать, импровизированную уменьшенную стельку. Потом в центре
прямо на пересечении центральной линии я отметила первую точку, а затем через каждый сантиметр, то есть по вот этим клеточкам, 2 клеточки у меня сантиметр, вот отметила это, потом ниже через 2 клеточки еще 2 линии. И так, ну это ошибочная линия, на эту не обращайте, вернее точка, не обращайте внимания. И начала отмечать по этим клеточкам, разметила, где я буду прокалывать дырки. Взяла шила и в каждую точечку наметила. Вот они у меня намечены. Вот это лицевая сторона кушкартона. На изнанке у меня приклеена бумага, вернее тетрадочный лист. А затем я начинаю прокалывать, уже продвигая шило подальше, чтобы у меня образовывались отверстия побольше, куда у меня войдет мой крючок при провязывании. Таким образом. У кого есть дырокол, можно это делать дыроколом. Дырокола у меня нет. Ну, специальный сапожный дырокол. У меня дырокола такого нет. И я прокалываю шилом. Потом я эту бумажечку обрываю, она мне уже не нужна. Я тут ее приклеивала, так сказать, наметочно, капельками, чтобы она только не двигалась, когда я ее буду вырезать, обводить на кушкартоне. И прокалываю отверстие под крючок. Итак, проколола я все отверстия. За эту точку говорила вам, не обращайте внимания, ошибочно, и я ее проколола, даже перечеркнула, чтобы уже потом ошибочно ее еще не провязать. Значит, тетрадный листочек я оторвала. Теперь я обработаю это все наждачкой. Здесь, почему я колола с лица на изнанку, видите, тут такие вздутия получились, когда я прокалывала. Их тоже уберу наждачкой. И потом буду обвязывать. Обвязывать я буду Ярнард джинс. Вот такая ниточка. 160 метров в 100 граммах. Тут акрил хлопок, полухлопок. И, вернее, не в 100 граммах, а в 50 граммах 160 метров. Крючок у меня такой китайский. Он двухсторонний. С одной стороны написано 3, с другой 4, но это совсем ни разу не 3 и совсем ни разу не 4. Там, где 3, это 2 миллиметра крючок, я их сравнивала, а где 4, 3. Значит, я на ту сторону, которой я не буду пользоваться, я надела кусочек хлоровиниловой трубочки, так сказать, заглушку поставила, потому что когда вяжешь, отлаживаешь крючок, потом хватаешь и начинаешь вязать не той стороной. И чтобы этого у меня не было, я поставила заглушку, чтобы знать, что это не рабочая сторона. Крючок у меня без ручки, потому что вязать сложновато с ручкой крючком, там туго. Одним словом, у меня ни одна ручка уже пострадала в этом, и поэтому я не вяжу крючками с ручками. Я вяжу вот таким металлическим крючком, который довольно-таки стойко переносит все лишения. Обвязывать я буду с лицевой стороны. Для этого я завязала узелок и начинаю обвязывать со стороны, с внутренней стороны обуви, потому что когда я вяжу, вернее, тут идет соединительная петля, я сейчас вам покажу, потому что я всегда одновременно вяжу пару сразу, видите, получается такой шовчик. И чтобы этот шовчик был с внутренней стороны не так заметен, потому что без шва, без этого, ну никак, даже если без этой соединительной петли, все равно мы вяжем, переходим с ряда на ряд, и обязательно у нас виден шов. Значит, завязала я такую петельку, ну в любую дырочку, которая здесь есть, вставляю крючок, вытягиваю петлю, подтягиваю. Кончик, который у меня остается, я его буду ввязывать постоянно. Значит, я буду вязать по 2 столбика без накида в каждое отверстие. На мыске у меня получится в центральное отверстие у меня здесь будет 4 столбика без накида.
Потом 1, 2, 3, 4 петли по 3 столбика. И с этой стороны 1, 2, 3, 4 по 3 столбика. То есть на мыске у меня будет расширяться, потому что здесь идет закругление. Здесь более-менее как-то ровно идет. Да, кстати, у кого косточка на ноге, даже можно где-то вот в этом месте тоже провязать по 3 столбика на косточку. Начинаю провязывать. Кончик мы стараемся ввязывать, чтобы у нас он не болтался. 1 столбик. Здесь я провяжу 2 столбик уже когда дойду по кругу, замкну круг, и тогда провяжу 2 столбик. Второе отверстие провязываю 1 столбик с накида, без накида, 2 столбик без накида, не забываем ввязывать ниточку, вернее кончик от нитки. Следующее отверстие 2 столбика без накида, 1. Вы не смотрите, что у меня руки как крюки. Во-первых, крючок я держу не как крючок, обычно я крючок держу таким образом, когда вяжу. А когда вяжу обувь, я их держу как спицы, захватом сверху. Следующее отверстие 2 столбика без накида. У нас получается цепочка такая, по подошве идет цепочка. Если вязать с изнанки, ну иногда можно и с изнанки, тогда у нас получится бортик такой округлый. Ну в этом случае я не хочу этого делать, я вяжу с лицевой стороны, и у меня по лицевой стороне довязала я до тех отверстий, где мне надо будет провязывать по 3 столбика. Вот 4, 1, 2, 3, 4 отверстия, где надо провязать по 3 столбика. Провязываю. 1, 2, 3. Как я определяю, где мне надо провязывать большее количество столбиков? Если идет подошва с более тупым носиком, то там надо, вернее, я провязываю уже где-то 5, ну, тут у меня 9 получается столбиков, 9 отверстий с увеличенным количеством столбиков, а так бывает 5, 7. Это зависит от того, я, например, смотрите, я вяжу, у меня ровно по краю ложится цепочка. Если цепочка начинает съезжать, скукоживаться, съезжать к центру, это значит сжимать подошву, значит надо уже начинать провязывать увеличенное количество столбиков. Я уже одну подошву обвязала, вернее стельку обвязала, и поэтому я знаю, что здесь мне надо 3 провязать. На самом носочке 4 петельки в 1 столбик, в одно отверстие, вернее 4 столбика в одно отверстие, потому что если такое не сделать, не провязать увеличенное количество столбиков, у нас стелечка сожмется, скрутится на мысочке и на пяточке, и тогда у нас получится очень неудобная обувь, она будет, ну как сказать, маленькая, она на пятке и на мыске будет сдавливать ногу. Так, еще одно отверстие, где у нас 3 столбика, 1, 2, 3. Центральное отверстие провяжу 4 столбика, потому что когда я начала, я подошву уже одну, вернее стельку обвязала, начала обвязывать здесь тоже 3, у меня моментально все съехало к центру, и я решила, что мне такое не надо, я лучше провяжу 4. Вы сами, если будете вязать, сами потом будете ориентироваться, когда и как прибавлять количество столбиков. Так, 3 и 4. Опять по 3 столбика.
Следующие 4 отверстия у меня будут по 3 столбика. Довязала я до отверстий на пятки. Значит, тут у меня отведено 5 отверстий. Первое 3 столбика, второе 4 столбика, третье 3 столбика, четвертое 4 и пятое 3 столбика. Вот так я буду провязывать. Такое, я так решила, что мне на самом закруглении, здесь на самом закруглении мне необходимо 4 столбика провязать в отверстие. Здесь 3, 2, 3, здесь 4, раз, 2, 3, неудобно все-таки так крючок вязать, 3 и 4. Вот почему-то, когда я вяжу обувь, я всегда хватаю крючок захватом сверху. 4. В это отверстие у меня 3 столбика. Раз, 2, 3. Следующее 4. Раз, 2, 3, 4 и опять 3 столбика. Довязала я до начала вязания, где я начинала вязать. Провязываю в первое отверстие, где я провязала 1 столбик, еще 1 столбик. Потом соединительная петля, подтягиваю, воздушная петля, разворачиваюсь. И теперь по кругу в каждую петелечку, которую я провязала, я провяжу столбик с накидом, без накида. Господи, да что же мне эти столбики с накидом прицепились. Вот. Сюда же, где я сделала воздушную петлю, я провязываю, вернее, начальную петлю, я провязываю столбик без накида. И потом по кругу в каждую петлю провяжу столбик без накида. Когда я вернусь к началу, я вам покажу, что я делаю дальше. Что я еще хочу вам сказать. Вот на этом этапе, когда вы только начинаете провязывать первый ряд, если вы сомневаетесь, что у вас достаточно петель на закруглениях, вы можете провязать, добавить петли. То есть провязать в одну петлю 2 столбика, только запомнить, где вы это сделали, чтобы потом на второй подошве повторить то же самое. Потому что если вы на одной провяжете, на другой нет, у вас получится немножко разная пара. Один туфель будет один вид с большим количеством столбиков, другой с меньшим. И немножко это будет не пара. Пара будет не пара. Я не буду этого делать, потому что я уже одну стелечку обвязала, и я вижу, что мне всего достаточно. У меня нигде ничего не стягивает, все хорошо. Так продолжаю вязать дальше до конца ряда. Замыкаю я круг, соединительная петля, первую петлю, которую я провязала. Так. Теперь петля подъема, и я начинаю провязывать тоже столбиками без накида, но на ряд ниже в уже провязанный столбик. Вот я опускаюсь на ряд ниже и провязываю столбик. Для чего я это делаю? Во-первых, такая вязка уплотняет. Во-вторых, получается красивое фактурное полотно. Не просто столбики без накида. Ну, в основном меня прельщает то, что здесь
получается то, что надо для обуви. Более плотная вязка. Тут расслоилась нитка, конечно, с мессеризированным хлопком так не бывает. Так. Провязываю в наряд ниже, то есть уже куда был ключевой провязан столбик. Провязала я 6 рядов бортика. 7-й ряд у меня провязан просто столбиками без накида. Если эти ряды я вязала дважды, то есть один ряд столбики без накида, второй ряд провязала на ряд ниже, то есть покрывала этот столбик без накида, то последний ряд 7 провязала просто столбиками без накида. Потом вклеила подошву, вернее вклеила провязанную стельку в подошву, и теперь начинаю прокалывать отверстие для того, чтобы ее прошить. Вот здесь по бортику прошить. Я беру шило, и прокалываю перпендикулярно бортику, вернее подошве, прокалываю немножко ниже. У меня где-то получается на полсантиметра, поскольку у меня подошва не очень глубокая, значит на полсантиметра ниже. Стараться не прорвать. Второе, вот если прокалывать между провязанными, вернее между отверстиями, которые мы размечали вот таким образом, у нас получится отверстие на подошве на расстоянии 1 сантиметр. Это очень нормально, потому что здесь мы прокалывали через 1 сантиметр, значит и здесь у нас будет через 1 сантиметр. И таким образом по всей подошве, по периметру подошвы стараться на одинаковой высоте от бортика, прокалывая отверстие. И так по всему периметру. Да, я вам забыла сказать, что бортик, вывязанный бортик у меня получился порядка 2 сантиметров. 6 рядов, вернее, получается не 6, а 12, 6 рядов. А таким образом, когда они уже двойные ряды, это 3 ряда у меня. Значит, 6 рядов я провязываю, накрывая их. Один ряд провязываю столбики без накида, второй ряд я их уже накрываю. То есть провязываю столбик без накида в нижний ряд, в тот, в который уже был провязан столбик. И 7-й у меня просто столбики без накида. И вот эта высота бортика у меня достигла 2 сантиметров. Это нормально. Это для того, чтобы мне потом связать, уже начинать вязать. У кого ножка полненькая или большой высокий подъем, то можно. Проколола я по всей окружности отверстия. Теперь у меня есть вот такая ниточка черная, она очень прочная. Вот она. Она хоть и тоненькая, но очень прочная. Вы можете взять потолще, любую ниточку, можете взять ту нитку, которую вязали. Что я делаю? Я беру, обнимаю полностью всю подошву по периметру, ниточкой обхватываю. И где-то немножко еще добавляю прибавочку. И 3 раза ее складываю. Туда запасиком надо делать, по крайней мере, чтобы потом не получилось, что мне не хватает. Вот я запасик еще оставляю и складываю ниточку. Все, я отрезаю эту нитку. Она мне нужна будет для того, чтобы прошить подошву. Пришить мое вязаное полотно к подошве. Несмотря на то, что оно уже приклеено, но подошва, прошивка не помешает. Что я делаю дальше? Я беру кусочек мыла и начинаю ее протягивать несколько раз через это мыло. Это есть нитки вощеные, если есть воск, это еще лучше. Но она потом не будет расслаиваться, будет немножко более скользкая, будет хорошо проходить. Я думаю, она каким-то образом так укрепляется. Вот так несколько раз я протягиваю ее через мыло. Вы, если у вас есть воск, возьмите воск. Воск, конечно, получше. Вощеная нитка намного прочнее и намного лучше. Она не так будет расслаиваться.
В общем, я прям как совсем заправшась. Вот я протянула, прошила уже последнее отверстие. Тут у меня осталось первое, которую я провязывала. Я вставляю опять крючок в первое провязанное отверстие на подошве. Ниточку вытягиваю полностью. Подтягиваю хорошо. И эти две ниточки связываю между собой. Я связываю одним узелком. Сейчас я лишнее отрежу, чтобы не таскать эти нитки за собой. Одним узелком подтягиваю. А второй узелок завязываю таким образом 2 раза. Обворачиваю ниточку об другую ниточку. И затягиваю. Все. Обвязала подошву, провязала бортик. Вклеила стелечку, вернее не подошву, а стельку. Стельку вклеила в подошву. Прошила, и теперь пришло время вязать уже верх моей туфельки. Но я хочу немножко разбавить серый цвет розовым. Для этого я беру розовую ниточку и начинаю обвязывать, вернее не обвязывать, а провязывать такую косичку. Вот смотрите, последний мой ряд столбиков без накида. Вот я ввожу в тот ряд, вернее туда, откуда я начинала провязывать эти столбики. Вытягиваю петельку. Потом эту ниточку, конечно, я закреплю, ввяжу и начинаю, так как я вязала столбики без накида в нижний ряд, точно так же по этому нижнему ряду я начинаю провязывать косичку вот таким образом. Раз. Два. Два не получилось. Два. Так и хочется мне взять крючок правильно, но не получается у меня так вязать. 3. И по кругу всего бортика по кругу я обвяжу такой розовенькой косичкой. Обвязала я по кругу, уже пришла к началу обвязывания, обрезала нить и вытягиваю кончик. Таким образом, теперь мне надо сформировать ложную петлю. Вставила ниточку в иголку. Теперь поддеваю мою начальную петелечку снизу, протягиваю и в середину последней петли прокалываю вовнутрь. Все. У меня сформированная ложная петля. Вот у меня замкнулся круг, и у меня уже петелька готова.